Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо. Это прямой эфир. Спасибо, что мы вместе. Этот пятничный вечер. Кость Бондаренко на связи. Известный украинский историк, политолог. Константин Петрович, приветствую вас. Да, здравствуйте, здравствуйте. Мы выходим не совсем в обычное, скажем так, время, потому что обычно мы выходим по средам, и очень многие мне уже написали, все ли нормально, почему в среду не было эфира. Ну, мне приходится тоже много перемещаться, ездить и так далее, поэтому вышла определенная накладка. Так что все нормально, дальше будем стараться выдерживать тот график, который у нас уже сложился на протяжении лет. Нет, ну, Константин Петрович, ну вы же видите, события бьют ключом. Тут как Да. раз вот это Женева. Потом постженевские разные инсинуации. Тут выползает компромат за компроматом. Все оборачиваются назад. Сегодня прям день, офигительных историй. Я, если честно, ну, это моя оценка. Кто-то может, конечно, не согласиться с этой оценкой. Ну, вот даже, ну, условно, там, годовщина Майдана, да? Святой Майдан, святой же идеологический праздник для многих затмевается близящейся годовщиной ну вот, большой войны. Потому что «Гардиан» выходит с очень интересными воспоминаниями, «Залужный» выходит с очень интересным интервью по поводу, опять-таки, очень интересных воспоминаний. В общем, мы сегодня обо всем будем говорить. Конечно, отвечать на ваши вопросы. Всем большое спасибо, что их уже оставляете заблаговременно в сообществе YouTube. Абсолютно открыто под анонсом нашей встречи. Это традиция. Также клуб зрителей «Шелеста» принимаются вопросы в этом закрытом сообществе. QR-код, который видите на экране, это возможность прям написать, чего хотите, и не дожидаться, там, попадете, не попадете. Ну, вопросов, как обычно, много. Поэтому и канал поддержите, и точно ваш вопрос увидят. И чат трансляции. Но это в самом конце, всех предупреждаю. Сначала не пишите, просто улетучивается чат, и ну, в записи будет видно, а так, знаете, не смогу я их достать из начала эфира, поэтому вот в конце досмотрите эфир до конца. Начнем с опроса. Константин Петрович, интересный опрос, но я его сделал максимально, ну, вот таким, да, ну, максимально однозначным. Значит, если бы вы, конкретно вы, неважно, с какой вы страны, гражданин какой вы страны, украинец, не украинец, вот просто вы выбирали между Зеленским и Залужным. Вот эксперимент такой. Зеленский, вы выбираете. Значит, кого бы выбрали? Варианты Зеленского, потому что от Залужного вообще непонятно, чего ждать. Ну, то есть политическая платформа и грунт у него там такой, не пойми что. Значит, кот в мешке, помните, было выражение. Залужного, он достойный в плане замены Зеленского. Это может быть вариант проголосованный и в плюс, и в минус. Ну да, Залужный, все о нем говорят, значит, следующий Залужный. Принципиально никого из них не выбирал бы, не пришел бы, порвал бы бюллетень, если бы это в формате выборов. И четвертый вариант. Я против Залужного, но я за любого вместо Зеленского. Ну, то есть такие 4 варианта, они мало противоречат друг другу, некоторые диаметрально противоположные, некоторые с нюансами. Давайте с этого вопроса начнем и давайте попробуем рассмотреть как бы глубоко, да, что кроется за внезапно возникшими воспоминаниями Залужного, ведь их ждали год назад, их ждали раньше, их ждали позже, их в принципе ждали, а тут они именно сейчас вынырнули. Почему? Смотрите, я бы, наверное, выбрал третий вариант, потому что я не хотел бы нести ответственность из-за одного из британских кандидатов, которых нам навязывает Лондон. Вот. Я уже несколько раз говорил о том, что Залужный не является оппонентом реальным или реальной альтернативой Зеленскому. Залужный – это дублер Зеленского. Если сегодня Залужный начинает выступать с подобного рода компрометирующими Зеленского материалами или же воспоминаниями, то это значит только одно, что где-то в Лондоне
приняли решение о том, что необходимо менять Зеленского на кого-то другого. И они считают, что таким другим будет Залужный. Посмотрите, Залужный является членом фактически команды Зеленского. Залужный – это человек, который является послом Украины в Великобритании, то есть он представляет Украину и Зеленского в Великобритании. Залужный не может, как дипломат, как посол, сейчас выступать с какими-то откровениями, вот, которые бы двусмысленно трактовались. Вот. Он не политик сейчас, он не может быть политиком, поскольку он дипломат. И это значит только одно, что ему дали определенную команду. Кто ему дал эту команду, это уже второй вопрос. Вот, что касается Зеленского, вот вы знаете, вот на протяжении последних 2 недель мне приходилось общаться с несколькими людьми, которые либо выпали из обоймы Зеленского, но продолжают сохранять там контакты, либо же которые сохраняют сейчас свои должности. Вот, и когда общаются, например, просят, вот, скажем так, большое количество мер предосторожности соблюдать. Даже сам факт звонка они не любят афишировать. Понятное дело, я человек опальный, поэтому вот, но человеческие отношения у нас сохранились. Практически все говорят в один голос. У нас на Банковой вот, считают, что президент в неадеквате, что он потерял адекватность. Причем самое интересное, что вчера я тоже еще одного знакомого спрашиваю, он говорит, да мне точно тоже говорят. Точно та же информация, что все считают, что Зеленский потерял адекватность. Что с ним? После выступления Зеленского в Давосе, вот, после нескольких интервью, которые дал Зеленский в последнее время, в частности, вот интервью относительно истории, так и не только истории, вот, в этом начали сомневаться, в его адекватности начали сомневаться и некоторые люди в Европе, те, которые раньше делали ставку на Зеленского. Вполне возможно, что как раз начинает созревать план, что необходимо в Украине все-таки что-то менять. Это не значит, что меняется полностью концепция относительно Украины, что кто-то будет подталкивать в Европе, будет подталкивать Украину к миру. Вот. Нет, на самом деле речь идет о том, чтобы провести замену определенных действующих лиц вот, для того, чтобы продолжать дальше войну. Потому что Залужный, как и Зеленский, это также не только пробританская партия, это еще и партия войны. По сути сказанного Залужным, значит, есть как бы 2 линии. Линия первая в том, что происходило тогда, как бы Рафик не виноват, он все делал по военной науке, Залужный красавчик был, он, как это требуется, копил силы, должен был быть внезапный удар, выход к Азовскому морю, и уже с этих позиций было бы проще договариваться. Залужный же сам признавал, если мы поднимем, вспомним его статьи программные, что делалась ставка, это ведь тоже принципиальный момент, о нем сейчас никто не говорит, делалась ставка на то, что мы убьем как можно больше русских, россиян, российскую армию, они посмотрят жертвы и пойдут, и в общем, как бы и все закончится. И Залужный признал, что эта тактика ошибочно оказалась, то есть так с русской армией не воюют. И он об этом написал, и тоже там была критика по этому поводу. Сейчас же, почему это звучит очень интересно, сейчас же у нас центральная магистральная линия, и Зеленский, и Федоров, они прям цифры пишут, рисуют, гордятся, что 30-35 тысяч, хотят выйти на 50 в месяц, ну вот это вот рисуют, да, вот конкретно, абсолютно циничная, людоедская вот эта вот история, то есть независимость. Сегодня там главный по Нацгвардии выходил, давал интервью, тоже рассуждал о том, что никто не уйдет с Донбасса, потому что иначе военные скажут, а зачем тогда это все было, да, ну, в общем, тоже как бы со своей стороны подсвечивал эту военную историю. Я, кстати, заметил, что нет военных спикеров, не стало их, даже вот нашли главного по Нацгвардии, вот чтобы он хоть что-то такое внятное сказал, авторитетом своей должности подсветил сказанное. Но это отдельная история. То есть это как бы первое. То есть я Залужный, я не виноват. Это вот Наполеон Зеленский облажался.
Бахмут у него, фортеця и все дела. И контрнаступление не получилось. И военное положение он советовал вводить, а он стеснялся, боялся, экономика, там, паника и так далее. Ну, вот это одна часть. А вторая часть, она же абсолютно детективная. И отсюда уже тоже произрастает множество вариантов, что его убить хотели в 23-м году. Офис хотел убить главкома. То есть верховный главком хотел ликвидировать главкома. И ты когда вот видишь вот эти там публичный дом бывший, стрип-клуб в каком-то отеле, а там база у главкома, туда врывается СБУ, и как бы это хотели сделать СБУшники. Ну, то есть вот так это все выкручивается и подается в последнее время. Но ты не понимаешь, подождите, а что это тогда за война такая? 23-й год, деньги по сравнению с тем, что сейчас, льются рекой, Байден ходит мороженое кушает, Блинкен на гитаре приезжает играть, там, да, ну вот это вот все, перформансы, деньги, USAID на полную катушку финансирует все. А ты предпринимаешь этот шаг. Зачем? Тут несколько вопросов как раз возникает. Что касается Залужного и того, что на него было осуществлено покушение. Я об этом уже несколько раз вспоминал, потому что мне сами военные в 23-м году по горячим следам рассказывали, причем так с таким воодушевлением, рассказывали, как СБУшники приехали, значит, задерживать Залужного, проводить обыски и прочее, вот, кошмарить Залужного, а их сразу там положили, задержали. Залужный позвонил Ермаку, Залужный позвонил Малюку, Малюк сказал, я не при делах, я вообще не знаю кто. Вот, отправлял. Ермак там долго не брал телефон, вот это мне рассказывали в таких деталях. Потом, соответственно, Ермак как бы отозвал эту операцию, ну и Залужный якобы оказался молодцом. Очень хорошо знал эту историю покойный ныне Геннадий Частяков. Это один из ближайших людей Залужного, один из ближайших, самых доверенных, который погиб при невыясненных обстоятельствах до конца в день своего рождения. Якобы профессиональный военный вот не смог отличить боевую гранату от муляжа. Да, еще и с сыном рассматривал, Да. типа рюмки какие-то, да. Именно. Так что, ну, абсолютно дикая история, дикая версия. Так, но сам факт остается фактом. Один из самых близких людей по отношению к Залужному был устранен. Вот. Он очень хорошо знал эту историю. Было несколько проблем у Залужного в 23-м году. Он как минимум дважды был на краю гибели. Вот. Один раз ему пришлось очень долго лечиться после этого. Это практически май и июнь 23-го года. Вопрос, что это было и кто там устроил Залужному определенные проблемы, остается открытым. Приблизительно тогда же, кстати, были подобного рода проблемы у Буданова. Вот, они оба тогда выпали не только из информационного пространства, но в целом они проходили лечение. Кстати, Залужный вот именно после вот этих проблем мая-июня 23 года был комиссован. Так что, вот, это... Что касается самого Залужного, он может рассказать очень много о том, как готовилось так называемое контрнаступление. Вот, к моменту, когда он уже вернулся в боевой строй, западные советники посоветовали Украине, что есть вот 3 направления, по которым вооруженные силы Украины могут начинать контрнаступление. Вот, надо выбрать одно из этих направлений. Вот. Зеленский сказал, будем наступать по всем 3. Да, Залужный тогда протестовал. Он говорил, что нет, нам необходимо вот именно сосредоточить силы на одном из этих. Зеленский настоял, что будем идти сразу по всем 3 направлениям и всюду побеждать. Это было. Это подтверждают тоже и другие люди, которые принимали участие в этом совещании. Вот. Да, Зеленский в этом отношении он совершил непростительную ошибку. Вот. Как для верховного главнокомандующего. Вот. Он не послушал профессионалов. Но сейчас Залужный об этом говорит уже откровенно. Но только сейчас, по прошествии чуть ли не 3 лет, которые миновали с этого времени.
Вот. И тут возникает вопрос, кто дал ему команду, кто дал ему разрешение говорить об этом. Два момента, они очень важны. Это все-таки мотив 23-го года. Да. Ну, то есть я не понимаю. Логику я примерно понимаю. Тогда, в принципе, так это все и выглядело. Мы помним, еще был жив Пригожин. Смотрите, дело в том, что касается 23-го года. Нет, я имею в виду, что как бы навести ракету и, ну, то есть, понятно, слить цели, какие-то координаты, и россияне стреляют, да, там, потому что жирная рыба еще там вблизи поля боя, ну, ясное дело. Так погиб, кстати, один из тоже советников офиса президента, да, вот тоже был примерно в этот период, ну, то весна-лето. Логика, непонятен мотив. Если вот это правда, что Зеленский хотел убивать Залужного, зачем? Не Зеленский. В данной ситуации речь идет о том, что инициатором всего против Зеленского был Ермак. Вот. Почему? Залужный несколько раз, Залужный, он же тоже не по своей воле занимал определенную позицию, он в то время уже общался с целым рядом лиц из-за рубежа, которые ему посоветовали действовать так и не иначе. Он, во-первых, как и Буданов, так и Залужный, они отказались отчитываться перед президентом в присутствии Ермака. Угу. Вот. И, соответственно, поскольку президент, верховный главнокомандующий, перед ним не отчитаться нельзя, но вопрос, а кто тогда Ермак в этой ситуации? Второй момент. Был очень интересный инцидент, о котором мне тоже рассказывали на заседании Ставки. Вот, когда Залужный начал говорить о художествах Ермака, начал об этом говорить откровенно Зеленскому в глаза. Ермак начал возражать, Залужный подошел, его просто за плечи вот так вот просто посадил на стул и стоял за спиной у Ермака и постоянно осаживал его вот так физически и дальше продолжал говорить. Вот, понятное дело, что Ермак такие вещи тоже не прощает. Это мне рассказывали очень так, ну, люди, которым я доверяю, в принципе, их информации. Понятное дело, что именно его конфликт с Ермаком и имел определенные последствия потом. Дальше, соответственно, у него были другие контакты с Ермаком, но уже после отставки. Ермак предлагал ему, например, посольскую должность, это именно Ермак. Кстати, это почерк Ермака. В свое время Ермак некоторым другим генералам, с которыми вступал в конфликт, он их вызывал к себе вот, и предлагал должность посла в Австралии, например, одному известному подальше, генерал-полковнику. Да. Вот. Потом, соответственно, и другие там, вот, посольские должности. Вот. Либо же показывал вот такой вот гроссбух вот, с компроматом, и говорил, вот, или будем вот читать каждую бумажку, а по каждой бумажке можно отдельную подозру и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что именно это было определяющим, вот это именно наличие гроссбуха было определяющим в том, что Залужный решил принять предложение и поехать на посольскую должность. Хорошо, теперь еще один мотив, который очень важен. Зачем сейчас кому-то, ну, британцам, да. Как бы пугать Зеленского? Вы знаете, я написал о том, что это голубая метка, вот, потому что Зеленский начал выходить не просто из-под контроля, он начал быть неуправляемым. Вот. Он начал быть человеком, от которого можно ожидать всего чего угодно. Вот. И поэтому нужен просто некто другой, кто бы мог бы его заменить. Я не говорю, что это уже сейчас произойдет, но Зеленского пытаются либо остепенить, либо, если он не согласится с этим, его просто попытаются поменять. Вопрос, что Залужного поставить автоматически вместо Зеленского, ну, понятное дело, это не получится. Вот. У нас не действует американский принцип, когда там президент уходит, приходит вице-президент, тем более, что Залужный не вице-президент. Вот. Второй момент состоит в том, что если будут выборы, ближайшие выборы, то моделирование показывает, что если не идет Зеленский, то на выборах побеждает Залужный. А если идет Зеленский? Зеленский побеждает? Они разрывают, фактически у них очень серьезное пересечение электората. Вот. Зеленскому уже нарисовали большое количество разных вариантов.
Зеленскому уже предложили вариант, там, что вариант не идет Залужный, идет Буданов, и Зеленский побеждает там, значит, у Буданова. Хотя мне некоторые социологи говорят, что это очень шаткая конструкция, потому что может, в принципе, Буданов и победить. Зеленскому нарисовали некоторые люди, некоторые такие политики со стажем нарисовали версию, что надо выводить во второй тур Белецкого, и тогда второй тур проводить под лозунгом «фашизм не пройдет». Вот, и тогда побеждает Зеленский. Да, и, ну, есть очень много разных вариантов. Да, то есть, но есть один аспект. Зеленский не хочет выборов. Зеленский не хочет проводить эти выборы. Вот. И есть вариант, среди других вариантов, есть вариант, что Зеленский не идет на выборы, но идет Залужный. Ну, это, наверное, если мы берем формат выборов, да, а не Да. какого-то там временного правительства, вот этого Именно. всего, Я, подмандатной например, склоняюсь к территории. тому, что Украина сейчас зашла в такой тупик, что выборы не решат проблему. Более того, их невозможно провести, поэтому, знаете, большое количество африканских государств, а Украина, кстати, далеко не ушла, вот именно в плане политической культуры и так далее, вот именно от Африки, экономического развития. Вот многие африканские государства проходили через период там, временного переходного правительства там, и так далее. Называйте это хунтой, называйте это еще как угодно, но когда группа военных и гражданских вот на некоторое время берут власть, говорят, что мы теперь тут главные, это не легитимная форма, но они готовят приход легитимной формы. Мгм. Я такой неоднозначный вопрос задам. А это может быть британский план? Может. Потому что когда... Вопрос состоит в том, что всюду в политике действует принцип. Если пьянки невозможно избежать, ее необходимо возглавить. Понимаете, когда россияне это предложили, ну, Галузин перед Женевой, вообще странная история сегодня произошла, я тоже хочу как бы сюда развернуть к судьбе переговоров, к позициям. Многие начали замечать, так вглядываться, вслушиваться. Нет, атаки дронов идут, и Украина бьет дронами, и Россия бьет дронами. Но как-то вот попахивает, что энергетическое перемирие как-то вот, ну, слегка ощутимо, на кончиках пальцев можно потрогать его. Ну, имеется в виду, да, вот, хотя вот недавно вроде там 2 дня назад били по там, Ильинскому заводу, и так, НПЗ и так далее, но вроде как таких обстрелов нет Украины, которые полностью вырубали Украину, а оказалось, мы подошли вплотную к этим обстрелам, и, может быть, о чем-то договорились, но мы просто нам не рассказали о чем. Перед тем, как Женева началась, Галузин выходит и говорит вот эту историю, повторяет этот план о том, что под мандатом ООН создается некий там, ну, в общем, совет директоров, да, акционеров, и, в общем-то, генерального директора исполнительного назначают, и на период до новых выборов это стабилизирует ситуацию, приходит после выборов демократических новая власть и подписывается окончательный вариант мирного договора. Это же очень интересно, и британцам тоже в это поиграть. И американцам, в принципе, интересно. Да, но только американцы не рассматривают Залужного как своего кандидата. Вот в чем вопрос. Поэтому я и говорю о том, что вот если британцы действительно нацелены на какие-то вот изменения, то они готовы поменять, вот в первую очередь поменять Зеленского на Залужного. Это было бы проще всего. Знаете, у Томмазо ди Лампедуза в его романе «Гепард» вот один из героев говорит фразу, что если вы хотите ничего не менять, вот, поменяйте флаги. Вот, в данной ситуации поменяйте просто-напросто персонально. Запустили сегодня информацию, что якобы Женева провалена, и надо готовиться к войне на 3 года. Это сказал Зеленский на некотором совещании. Вышли... Я же говорю, многие уже сомневаются в его адекватности. Вышли, причем это как бы, ну, Wall Street Journal написали, есть конкретный журналист, у которого есть конкретный его, ну, он его не называет, но его какой-то источник, который присутствовал на совещании. Вышел Литвин и, собственно, ну, унизил этого журналиста. Унизил, потому что это же унижение. То, как они... Работа такая.
Литвин, вот у него есть определенная работа. У Литвина, у того же Подоляка там, и прочих, там, кто работает в информационном секторе. Вот. Они должны унижать тех, кто не угоден. Вот. Они должны просто дать такой яркий ответ. Вот, скажем. Ну вот, поэтому понятное дело, что если вот, политически сейчас неправильно давать какие-то вещи, какие-то посылы, то будет отвечать не Зеленский там или еще кто-либо, а будет Литвин или еще кто-то. И высмеют или же там просто выставят дураком того, кто сольет ту или иную информацию. Ну, и Зеленский как-то... Тут, правда, про адекватность его много вопросов к его адекватности, потому что он говорит, с одной стороны, что меня хочет Россия убрать, а с другой стороны, меня хочет Запад как бы, да, поменять. Он сам об этом говорит. Он рассказывает, рассуждает, а если меня не станет, то я буду петь голосами своих детей, как когда-то его друг пел Баста, да, который тоже попал под санкции. Ну, приятельские были отношения у Басты с Зеленским, я имею в виду по той жизни, вот прошлой, до Большой войны. И вот, ну тут очень, вот я бы хотел вот на этом сфокусировать ваше внимание, если можно. Когда Зеленский, ну вот так говорит об истории, когда Зеленский так говорит там о Путине, когда говорит, что я знаю Россию лучше, чем Путин Украину, когда он говорит о том, что я столько же книжек читаю исторических, pourquoi, как говорят там, да, типа зачем, ну почему какие баллы и у кого он нарабатывает? Ну, понятное дело, что он это говорил для западного потребителя информации, для западных СМИ, которые, в принципе, привыкли к тому, что война, которая идет сейчас в Украине, она носит не только, скажем, некий рациональный, экзистенциальный, базированный в том числе и на определенных исторических моментах, исторических комплексах, вопросах. Так что в данной ситуации Зеленский попросту пытается показать, что вот не только Путин распоряжается историей, я тоже силен в истории. Хотя, ну, честно, знаете, положа руку на сердце, я не знаю, сколько исторических книг прочитал Зеленский. Я не знаю, сколько книг вообще он прочитал, не знаю, умеет ли он читать. Нет, ну, конечно, он читает. Кстати, вот это подметили очень многие, что Зеленский крайне слаб именно в импровизации. Он крайне слабо импровизирует. А вот тексты он заучивает моментально и выдает именно подготовленные, заготовленные тексты, близко именно к, извините за тавтологию, к тексту. Вот, и именно в этом он силен, у него фотографическая память. Вот. В конкурсах капитанов КВН он был слаб. Вот. Это есть такой момент у него, когда требуется там остроумие, естественное. У него большая часть его выступления – это заготовки. Давайте предположим, что действительно его, ну, условно, хочет поменять работодатель. Ну, шеф. Шеф, все пропало, да. Клиент уезжает, хочет поменять работодатель, и посмотрим, и сейчас даже не важно, как это будет выглядеть, не знаю, там, Залужный премьер или каким-то, уже вроде как переформатировали ему, подкорректировали свиту официальную, но тем не менее, его будут убирать. Возникает главный вопрос. Зеленский всегда, он способен, даже потому что он неадекватно изъясняется в последнее время, на иррациональные шаги. В «Гардиан» писали воспоминания, уже повторили эту тему, что США спрашивали, куда вы будете прятать президента, куда вы будете его увозить. Тогда же, помните, был разговор о том, что чуть ли столицу во Львов перевозить надо, и все поехали во Львов там сидеть, достраивать работу. Это было 4 года назад. Он может поехать в Москву?
он так с этим Путиным, так зациклен на том, что встретился Путин с Зеленским, ну, с ним, что дал даже какое-то во время Женевы распоряжение готовить какую-то встречу. Это кто? Нет, потом было опровержение, что его не так поняли, что перекрутили, там, переврали слова, что это был двойной перевод фактически с украинского на английский, а потом с английского снова на украинский. Вот, и поэтому там потерялся смысл. Зеленский постоянно говорит о том, что он хотел бы встретиться с Путиным. Путин постоянно говорит о том, что Зеленский нелегитимен, поэтому он с ним встречаться не собирается. Но если Зеленский, который представляется лидером Украины, хочет говорить, пусть приезжает в Москву. Понятное дело, что Зеленский ни в какую Москву не поедет. И поэтому как бы вопрос подвисает в воздухе. Ни одна сторона не согласна сегодня на прямую встречу двух лидеров. Ну, не о чем по большому счету говорить сейчас. Не о чем. И последние переговоры и в Абу-Даби, и в Женеве показали, что стороны пока еще очень и очень далеки от понимания каких-либо вопросов. Обычно лидеры двух государств встречаются тогда, когда рабочие группы уже пришли к какому-то согласию. Когда необходимо только осветить фактически тот или иной документ. Тогда встречаются. Вот. Лидеры государств не встречаются для того, чтобы сесть и спорить там несколько часов по поводу тех или иных моментов. Вот. Не царское это дело, условно. Кучно А пошло. Зеленскому необходимо шоу. Зеленскому необходимо шоу, чтобы он зашел к Путину там, вот, с матом, там, начал там, говорить под камерой. Вот. Почему вы подождите? Вот все думают стереотипно, что это будет выглядеть вот так. Подождите, так он может поехать абсолютно секретно, как в Женеве сейчас вот встречались, и Мединский возвращался, 1,5 часа сидел, ну там, правда, непонятно с кем. Смотрите, все решить, все сдать, все как бы что-то выторговать, закончить войну, приехать в Киев победителем, и все. А не может быть победа. Вы понимаете, вот сейчас ситуация, которая сложилась в войне, которая сейчас, это ситуация, в которой Украина войну проиграла, а Россия войну не выиграла. Вот такая вот ситуация. И Россия сейчас, она готова как бы, но на ее условиях закончить войну. И эти условия, конечно же, не удовлетворяют очень многих в самой России. Эти условия не удовлетворяют. Очень много критиков. Очень много критиков, потому что есть большое количество людей, которые считают, что если Путин сегодня остановит войну на вот этих анкориджских условиях, вот, то это с точки зрения там, российского обывателя, вот, за что воевали. Вот. Так, они требуют, чтобы Путин шел дальше, до Львова, до Ужгорода, там, по крайней мере, забрал Киев, по крайней мере, взял хотя бы пол Украины, хотя бы отвоевал Одессу и прочее. Вот. Ну, есть такие ура-патриоты. В Украине считаю, что Зеленский, если вот пока не дойдет до Владивостока, до тех пор тоже войну нельзя заканчивать. Даже если вот выйдет на границе 91 года, все равно это будет поражение, надо идти дальше, надо сносить Кремль, надо распускать Россию, расколоть. И такие есть. Вы понимаете, электризация общества такая сейчас вот, в этом. Но ситуация как раз состоит в том, что вот Украина на сегодняшний день войну проиграла. И это видят уже многие. Но Европа говорит о том, что Украина должна продолжать дальше воевать. Европа не считается с людьми, они считают, что это расходный материал. Люди – расходный материал, как снаряды, как и прочее. Вот. Соединенные Штаты более циничны в этом отношении. Соединенным Штатам необходима определенная формула, при которой они могли бы снять санкции с отдельных секторов российской экономики. Вот. Но сейчас, судя по информации, которая уже появилась во многих изданиях, пришли к выводу, что можно и без Украины. Вот. Россия продолжает воевать с Украиной, но если она не хочет выходить из войны, и Украина не хочет, то Трамп там своим распоряжением, а частично там министр торговли снимут частично некоторые санкции с России для того, чтобы продолжать торговать с Россией. А если Украина хочет, пусть дальше воюет. Вот такой вот подход. Ну да, и уже заходят бизнесмены, уже конкретные предприятия называются. Конечно.
с инвестициями. Конечно. То есть санкции постепенно, санкции против России. Так, а в них американские смысла санкции. нет. Вы же видите как. Вот Конечно. если мы возьмем сейчас, это начало определенного общего тренда. Люди, которые попадают в начало определенного тренда, они обычно очень хорошо зарабатывают. Это касается всех сфер жизни, деятельности. Художник начинает писать в этом стиле, его картины продаются, кто-то торгует, кто-то еще что-то. Тут же очень важный момент. Олимпиада. Возвращают флаги паралимпийцам. Мгм. Украина черти как представлена на этой Олимпиаде, ни одной медали. Я вот просто посмотрел, есть у меня грешок, там люблю я, очень раньше любил, сейчас в последнее время, понятно, нет, разные там футбол, Олимпийские игры, особенно зимняя Олимпиада привлекает больше, потому что как-то вот она, не знаю, роднее, что ли, да, или может быть потому, что зима проходит в то время, когда, был период там, дома, телевизор, смотришь, это другой немножко. И вот я посмотрел, и действительно, есть же куча информационных поводов на Олимпиаде. То там какая-то красивая спортсменка, инста-дива, то, например, ситуация с российскими спортсменами-фигуристами, фигурное катание, королева вообще зимней Олимпиады, как класс, да. Во-первых, все там они какие-то русские, даже под американским флагом, даже под казахским флагом, все, это смешно, конечно, но тем не менее. Во-вторых, там драма своя развивается. Засудили этого российского гуменника, который ни разу не упал, а те, кто попадали, выше него. Там девочка эта, скажем так, да, Петросян, фамилия у нее, фигуристка, тоже интересный номер, который То есть люди обсуждают. Люди сравнивают результаты Олимпиады 22 года и 26-го, например, по фигурному катанию, что там элементы уже не делаются, а за медаль вроде как точно такая же. А мы, с этим шлемом, понимаете? И более того, не выйдем на открытие Паралимпиады. Не выйдем, Константин Петрович. Паралимпийцы поедут, посоревнуются и уедут. Почему? Потому что, видите ли, там флаги белорусские и российские. То есть абсолютный провал. Да, на зло врагам козу продам, чтобы дети молоко не пили. Да? То есть это называется. Это, понимаете, дело в том, что задача этой власти делать шоу всюду, где возможно делать шоу. Потому что шоу привлекает рекламодателей, шоу привлекает миллионы людей. И одно дело – это спорт, это спортивное соревнование. Другое дело – это шоу-программа. Если мы не можем обеспечить красивое спортивное шоу в этом плане, победу наших олимпийцев и прочее, давайте создадим скандал. Давайте создадим скандал под патриотическим соусом, и, соответственно, привлечем внимание. То, что в это, под это подписался Пинчук, но ему сам Бог велел. Он на этом постоянно, он на этом... Собаку съел. Да, какое животное он там съел. Но дело в том, что да, это его стиль. Он в этом органичен. Так а Ахметов зачем влез? А у меня это же вопрос. А зачем это Ахметову? Кто напоумил Ахметова в это влезть? В это, извините, в ту субстанцию, которой Зеленский характеризовал историю. Я просто к чему вспомнил эту Олимпиаду, этот демарш украинский, к тому, что санкции теряют смысл. То корабль немецкий застревает, российский его достает, а формально не может, потому что санкции. Но Европа топает ножками, кричит: вы обязаны, это ж спасите, помогите немецкому кораблю. Поехали, помогли, пошли, помогли, освободили. То бизнес возвращается. То есть мы видим бесперспективность этих санкций. Как этот главный футболист, начальник ФИФА, вышел и сказал: мы видим, что эти ограничения ничего не дают, их надо убирать. И вы знаете, сегодня очень кучно все пошло. Венгрия и Словакия заблокировали 90 миллиардов. Да. Это прям отдельная история. Мы знаем, что... ссорились-то Зеленский с Орбаном и до этого. Ссорились. Да, выборов не было в Венгрии, да, Украина вмешивалась в политику, но это же предвыборная история. Но погодите, Константин Петрович,
венгры в самый последний момент уходили кофе пить, Орбан. И они принимали и давали. А тут прям рогом уперлись. Почему? Ну, потому что на самом деле то, что Украина заблокировала фактически нефтепровод «Дружба», это бьет по энергетическим интересам Венгрии, в первую очередь Венгрии. Накануне выборов создается определенная ситуация, щекотливая ситуация для правительства Орбана. Вот. И поэтому, понятное дело, это расценивается как недружественный шаг. Более того, венгерские спецслужбы уже установили, каким образом, какие украинские структуры, какие украинские спецслужбы перегоняют европейские деньги через себя, понятное дело, через определенных депутатов Закарпатского областного совета, определенным технологам, которые проводят тренинги для венгерской оппозиции и прочее, тоже с украинскими паспортами. Имеется в виду технологии. То есть Украина абсолютно откровенно вмешивается в венгерские выборы на стороне Петра Мадера. Против Орбана. Понятное дело, что в этой ситуации это расценивается как недружественные действия. И понятное дело, что Венгрия действует так, как она считает необходимым с точки зрения ее национальных интересов, ее государственной безопасности. Тут есть геополитический еще подтекст. Рубио уж недавно приезжал. Конечно. Соединенные Штаты поддерживают Орбана. Орбан – это единственный европейский политик, который ездил к Трампу все 4 года, когда он не был при власти. Он посещал все конгрессы республиканской партии, конференции республиканской партии. Он не заезжал в Вашингтон, он летел сразу к Трампу. Он абсолютно преданный Трампу человек. Орбан. Это у нас некоторые идиоты считают, что Орбан – это пророссийский политик. Орбан работает частично на свой карман, да, это правда, частично на прагматичную политику относительно Венгрии. Он считает, что такая политика будет служить интересам Венгрии как раз, а не политика слепого подчинения диктату Брюсселя. Если ему надо поехать в Россию, он поедет в Россию для того, чтобы получить энергоносители и прочее. Если ему надо будет эти энергоносители легализовать, он ляжет костьми, он будет обосновывать, он будет блокировать какие-то инициативы в Европе, будет шантажировать Брюссель, но потому что ему это выгодно. Если ему выгодно строить атомную электростанцию вместе с Росатомом, он будет ее строить. Не потому, что он любит Путина, а потому, что он считает это более выгодным, чем любой другой проект. Константин Петрович, я, опять-таки, в этой линейке эту логику вот так никто не рассматривает. Я предлагаю вам поэкспериментировать и рассмотреть. Значит, Рубио едет в Словакию и Венгрию. Венгрия блокирует пакет 90 миллиардов. Украина уже это нокдаун. Они там, может, как-то выделят еще. В общем, голову посыпать пеплом рано, но дефицит серьезнейший. Уже в Украине поубирали вот эти купюры гривня, от гривни до 10, оставили только монеты. Это сигналы. Это сигналы, там это давно эти сигналы уже там по гривне, что будут допечатывать, что, в общем, инфляция будет дальше идти. Денег нет, дефицит бюджета колоссальный. То есть эти 90 миллиардов, они нужны как воздух. Даже проволочка серьезно ударит по Украине. Это выглядит как очень интересная геополитическая игра американцев. Объясняю почему. Сегодня суд выносит вердикт против тарифов, глобальных тарифов Трампа. Трамп выходит, ругается, материт суд, он рвет и мечет. И делает очень странный шаг, только на первый взгляд странный. Он выходит и говорит, значит, у меня есть другие механизмы, и он вводит всем плюс 10%. Всем. То есть на все товары в США. Это такой, знаете, это все равно, всравшись, но не сдавшись, понимаете? То есть вот это вот такой. Вот он ругает суд, понятно, это все будет обжаловать. И тут Европе запрещают давать деньги Украине. И тут, собственно, по-другому уже выглядит вот эта тарифная война. Многие сейчас говорят, да не, он там на Иран нападет, и все забудут. Но погодите,
после такого должен быть экономический какой-то серьезный ответ. После такого решения его же трамповского суда. И Европа должна, прибиться к ноге хозяина. Может ли эта блокировка быть частью, в том числе, ответа Трампа на глобалистов замашки? Вполне. А вы знаете, что прошлую неделю, фактически, неделю назад, группа европейских чиновников находились в Вашингтоне и просили, чтобы Трамп обеспечил ценные бумаги под 90 миллиардов. И тут без старика Донни никуда. Да, то есть, потому что изначально планировалось, что возьмут российские деньги, которые заморожены. Российские деньги взять не получается. Второй вариант – это взять европейский, скинуться всем и дать 90 миллиардов Украине. Понятное дело, что это ударит очень серьезно по экономике Европы. Третий вариант – это пойти и фактически заставить, чтобы Штаты своим авторитетом еще, скажем так, поучаствовали. Так что... Да, но это не шутка. То есть в данной ситуации... Не тушка это в чучелом, понимаете? Понятное дело, что Соединенным Штатам просто-напросто это тоже не нравится, эта история. Это какая-то странная вообще вещь. То есть они, как говорят, Европа вводит войска. Ну, США, прикройте нас, пожалуйста. Да, конечно. Европа сейчас дает деньги. Ну, США, вы там как-то нарисуйте облигации или там еще чего-нибудь, обеспечьте. Что дальше будет происходить с Трампом на фоне этого, ну, скажем так, решения суда? Трампа, у него, в принципе, сейчас... Нет, я думаю, что Трамп играет свою игру. Украина в ней играет далеко не первостепенную роль. Европу Трамп рассматривает, в принципе, как враждебную по отношению к нему субстанцию. То есть это в основном люди, которые, я уже неоднократно об этом говорил, что это либо можно рассматривать как антитрамповская коалиция, либо такой глобалистский интернационал, который там обосновался. И Трамп понимает, что с ними необходимо держать дистанцию определенную, а желательно их колоть, желательно им там создавать определенные проблемы и прочее. Что касается России, с Россией, я думаю, будут тоже определенные игры, потому что Россия тоже не так простая, и вряд ли Путин будет, подобно Горбачеву, бросаться в объятия и говорить, что все, теперь у нас уже исчез враг, значит, Америка наш друг. Нет, будет очень прагматичный, взаимовыгодный торг и взаимовыгодное сотрудничество. Так будет со Штатами. А в целом мир будет идти к тому, что будет разделена сфера влияния. Это то, что будет сейчас происходить. Украина, к сожалению, является чужой на этом празднике жизни. Украину никто не будет брать в расчет при всех этих процессах. Так, значит, выходит Зеленский, и выходит очередной его, ну, скажем так, я не люблю это выражение, но достаточно часто употребляю в жизни, да, испражнение чужого сознания. Ну, когда там читаю чего-то или смотрю чего-то, или кого-то слушаю, и то, что не очень сильно воодушевляет и вдохновляет, я так пользуюсь этим выражением. Значит, выходит Зеленский и дает интервью. Дает интервью France Press, по-моему, да, AFP, да. France Press. Значит, Зеленский говорит следующее. И американцы, и русские говорят, если хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса. Помимо требования территориальных уступок, США и Россия давят на Украину с требованием провести выборы президентские в рамках своего плана урегулирования. Зеленский заявил, что Украина может провести голосование после войны и считает, что Россия настаивает на быстром голосовании для того, чтобы его убрать из власти. Ну, это он говорил и раньше, и другому изданию. Давайте будем честны, русские просто хотят меня заменить.
Ну и там уже понеслась, это вы частично об этом упоминали, пошли там по депутатам, разные телеграм-каналы политические пишут, что их источники в Верховной Раде уже, короче, отмашку дали на выборы в этом году. И поэтому они все, я так понимаю, не только президентские, и парламентские, в общем, все готовятся. Все готовятся, но как это будет происходить, вообще непонятно, тут вы правы, вы об этом упоминали. Так получается, США, русские хотят его заменить, а давят США и русские. Получается, сейчас мы переходим в открытую, с открытым забралом схватку Зеленского уже не только против России, например, а и против России и Америки. Это информационный посыл. Даже несколько информационных посылов. Технологически Зеленский решил связывать Россию и Соединенные Штаты, что это вот две оси одного зла. Кстати, он в этом абсолютно не оригинален. Был такой политик Энвер Ходжа, это коммунистический диктатор Албании. Вот, когда он поссорился с Хрущевым в 1961 году, вот, он тогда говорил о том, что в мире есть два гегемона, это вот Соединенные Штаты и Советский Союз, и, соответственно, вот они оба сейчас выступают, они только имитируют борьбу между собой, а на самом деле они оба вот живут ради того, чтобы уничтожить коммунистическую Албанию и устранить самого товарища Энвера Ходжу, вот, заменить его какой-либо марионеткой. Вот Зеленский фактически это, он повторяет то, что говорил Энвер Ходжа. Вот, фактически. Но теперь относительно Украины. Потом у Энвера Ходжи был один только союзник, это Китай, с которым он тоже поссорился после смерти Мао Цзэдуна, но это уже весь мир тогда был уже против Энвера Ходжи. Вот. Что касается нынешней ситуации, это первый как бы посыл. Второй посыл, что мы все-таки, вот, несмотря ни на что, несмотря на то, что весь мир против нас, мы все-таки сильны как никогда, мы сгруппируемся, и мы все-таки добьемся победы. И мы не уступим никакому давлению, никто нас не заставит пойти на невыгодные для нас действия. Это Зеленский пытается вот продать сейчас. Вот в данной ситуации он пытается это продать внутрь Украины. Потому что есть еще и идеологический товар, который он продает вовне. Вот, тем же британцам, европейцам и прочим. Он звучит таким образом, что если мы сегодня сложим оружие, то завтра вы столкнетесь с Россией, с Штатами, вы окажетесь между двух огней, вот, между молотом и наковальней, а пока мы сражаемся, вот, значит, мы не даем вам пасть жертвой двух диктаторов, Трампа и Путина. Это он продает Европе. Соединенным Штатам он продает другое. Соединенным Штатам он продает недра, Соединенным Штатам он продает землю и прочее. Ну, как там говорили, лучший продавец, да? Да. А британцам продает государство как таковое, как структуру определенного управления. Лучший продавец. Константин Петрович, сегодня такой достаточно интересный день. Помните серию таких, ну, телепередач, фильмов с Каневским, да? Да. Расследование, это все, ну, это как-то классика уже там, да, классика вот этого нашего постсоветского телевидения, это прям, это вот в анналы войдет. Вот сегодня такой какой-то очень криминальный день. Утро началось с того, что россияне заслали каких-то молдаван, которые должны были убить Гордона и Юсова. Ну, то есть никого профессионально они не могли заслать. Заслали кого смогли. Их раскрыли. К вечеру... Раскрыли еще в Молдавии. Да. К вечеру, собственно, появляется вообще интересная информация об авторитетах днепровских, что их дети, причем там интересные подробности пишут, но опять-таки, да, там все непросто, потому что, короче, они отдыхали на Бали, да, и там шумно себя вели. Ну, как выделывались вот это все. Ну, они хозяева жизни, у этих авторитетов криминальных колл-центры, у них как бы обороты, это все понятно. И они там себя так как вели, а там был какой-то чеченец, выходец из Чечни, там на месте, да, и, в общем, они там кричали, что про русских, там про русню,
И, в общем, выкрали двоих сыновей. Один вроде как удалось ему сбежать, там сбили с квадроцикла их на машине, и одного взяли в заложники и требуют $10 миллионов выкупа у этих авторитетов. Но это, понятное дело, имеет привкус вот этой вот войны, вот этого всего. То есть, вам кажется, не кажется, что вот россияне поменяли ход этой войны? Ну, Или все как будет и дальше, в белых польтах, да, вот это вот все, здесь мы, здесь вот стреляем, здесь и все. Или что-то такие у нас будет Нет, меняться? я не вижу, чтобы россияне что-то поменяли сейчас. Я не вижу, чтобы что-то поменялось, потому что вот эти моменты, ну, первый случай с молдаванами, один из которых носит фамилию Байрактар, да, вот многие обратили внимание, это, я считаю, не более чем пиар. Вот. Я еще бы понимал, что если бы, вот, ну, сказали уже, что там как бы Юсов, да, Юсов один из самых ближайших людей к Буданову, вот, один из тех, кто фактически создает политические структуры под Буданова там, и так далее, его главный пиарщик, можно сказать. Андрей, кстати, действительно человек толковый, и это следует признать. Я еще понимаю, вот, но зачем россиянам Гордон, да еще нанимать молдаван для того, чтобы они Гордона каким-то образом ликвидировали, ну, тут уже вопрос. Знаете, это, знаете, тут такой, тут решили потом уже, что давайте мы еще допишем Гордона, что в этот список, что его тоже собирались убить эти супермены, которые там будут идти и уничтожать на своем пути всех Юс и прочих, а заодно и Гордона. Вот. Ну, это вопрос. Что касается вот этой криминальной составляющей, тут я считаю, что тут вообще как-то российский след можно... Точно так же можно было бы китайскую триаду или там еще какие-либо либо другие, там японскую якудзу или еще кого-то там привлечь вот, к этому. Ну, не знаю. У меня большие сомнения, что в России, где-то там в Москве, вот, то ли в Генеральном штабе, то ли в Главном управлении Генерального штаба, то ли в Кремле, то ли на Старой площади вообще знали, что что-то такое происходит там где-то на Бали. Что одна криминальная тусовка с какими-то полукриминальными мажорами там разбирается. Просто у одних паспорта Российской Федерации, а у других паспорта Украины. Нет, ну, понятно, что, видите, как все замешано идеологически на этом. Можно, конечно, поискать, там, криминальные войны начинать, но обычно они как бы все заодно, потому что есть разные колл-центры, они как бы по-разному себя ведут. Есть там те, которые там Ларису Долину могут обмануть или кого-то еще. Есть простую бабушку. А есть те, которые граждан Европы, там, других стран, Соединенных Штатов. Друзья, потом некоторые люди, которые занимаются хакерством, там, в Кардере там, и так далее, вот, через некоторое время становятся добропорядочными гражданами, поживут немножко в Соединенных Штатах, потом возвращаются в Украину, вот, становятся народными депутатами, вот, и даже представляют Украину на некоторых переговорах. Так что это... Сегодня случай произошел на фоне больших коррупционных скандалов, да, и большого привета через Галущенко непосредственно Зеленскому. То есть у нас много складывается пазлов. Шефир уехал, его видели в Варшаве со стороны. Галущенко, судя по всему, будет рассказывать много интересного. НАБУ не останавливается, видимо, будут готовиться новые эпизоды. Хриплый голос, вполне вероятно, судя по последним малоадекватным заявлениям Зеленского, плюс он открыто попер против Трампа. Судя по всему, мы голос его на пленках НАБУ в каком-то контексте услышим. Может быть, не в фатальном, а в каком-то таком, просто неприятном, пиарном. Ну, например, есть же информация, что он там плохо отзывался об украинцах. Ну, типа, украинцы, они все там такие, сякие. Может, вот такое что-то услышим, без привязки к тому, что он давал. Ну, все прекрасно понимают, что без его ведома деньги
потоки бы эти не шли и деньги бы не крали. Но я хотел бы сфокусироваться на другом. Начпрод сегодня показали, слушайте, апартаменты на Бали купил, машины 2 там одинаковых родственникам, одежда там, все, его показали, как все прекрасно живут, а он поставлял гнилые продукты на стол ВСУ, гнилые, в недостаточном объеме, короче, воровал. Так это просто человек поставляет в бригаду продукты, в одну из бригад просто продукты. И там какая маржа у него, да, и как он себя несет и ведет. А тут Галущенко со 100 миллионами. И нам говорят, так это и не самый страшный вор, ну типа Галущенко. Ну там наворовал 13 миллионов, это его была прибыль. 100 миллионов отмывал. Есть рыбы покрупнее и повыше, указывая пальцем наверх. Вчера или позавчера выходит глава Rheinmetall и говорит, война не закончится, потому что надо продавать, покупать. Так смотрите, на Западе не хотят, чтобы война закончилась, им надо торговать там оружием, линии производства, дроны и все остальное. Начпроды не хотят, чтобы война закончилась. Вот эти товарищи тоже не хотят, чтобы война закончилась. Ну, я имею в виду Галущенки и все остальные. То есть есть очень серьезный пласт людей, которые против окончания войны. Что с ним делать? Смотрите, если Зеленского взять и убрать, ну, условно, это уже теперь хотят и американцы, и русские, может, британцы, раз они Залужного как бы теребят ему, как бы дергая ошейник. Если все захотят в один момент убрать Зеленского, но эти-то люди же останутся. Любая война рано или поздно, если ее вовремя не закончить, если война не заканчивается молниеносно, или же там на протяжении 1, 2, 3 месяцев, если не заканчивается, она превращается в большой бизнес. Это было всегда. Вот. Появляются люди, которые начинают зарабатывать на войне. Причем зарабатывать огромные деньги. Причем это люди абсолютно разные. Вы уже их назвали, разных людей. Это люди, которые сидят на потоках, люди, которые производят оружие, продают это оружие, люди, которые там сидят в ТЦК и зарабатывают деньги на ТЦК, на ВЛК там, значит, и так далее. Пограничники, которые пропускают людей там, значит, за определенную мзду вот, за границу там, и так далее, и так далее, и так далее. Можно называть огромное количество людей, которые вот, это тысячи, это десятки тысяч людей, которые втянуты в этот бизнес. Война превращается в бизнес. И они думают для себя, стоп, если мы завтра остановим войну, прекращается этот бизнес, прекращается поступление средств. В руках у этих людей средства массовой информации. В руках у этих людей, значит, эксперты, говорящие головы, вот, политические партии, которые выступают там с ура-патриотическими лозунгами. Вот. Так было и во время Первой мировой войны. Так было во время там, многих войн, многих абсолютно войн, когда появлялись люди, которые кричали, что надо обязательно воевать, потому что... И дальше уже обоснование, почему. Вот. Но самое главное, они не говорят. Они не говорят, что надо воевать, потому что есть определенная прослойка людей, которым эта война выгодна. Отставка Зеленского, там, скажем так, уход Зеленского и прочее не решает вопрос. Потому что речь идет не о том, что на смену партии войны придет партия мира, а речь идет о том, что просто-напросто на смену одному лидеру партии войны придет другой лидер партии войны. Вы хорошо так как раз сказали, упомянули про Rheinmetall. Вот. Ну, говорят, немецкая фирма. Извините, более 40% акций Rheinmetall принадлежат BlackRock. Это одна из тех корпораций, их сейчас фактически можно сказать 2, которые активно влияют на то, чтобы война продолжалась. Это BlackRock и Дом Ротшильдов. Вот 2 корпорации, которые имеют своих ставленников на президентских и премьерских должностях. Ну, не безызвестно, что Мерц, прежде чем стать канцлером, перед этим поработал в BlackRock. Макрон, который сейчас президент Франции, перед этим поработал в одном из банков, которые принадлежат Ротшильдам и так далее. То есть, вот,
То есть реально эти корпорации, транснациональные корпорации, которые сегодня занимаются производством оружия, поставками этого оружия, контролем над логистическими путями, над схемами и прочим, над финансовыми потоками, они заинтересованы, кровно заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. И украинская партия войны – это всего лишь экстраполяция мировой партии войны на украинскую действительность, на определенную локальную действительность, Ой, которые заинтересованы в продолжении войны. знаете, я тут ну, уже говорил сегодня, это, конечно... Тут же Трамп пообещал инопланетян рассекретить. Да. Леонида Михайловича Черновецкого? Нет, так я думаю, что вот опять-таки, вот смех смехом, да, но там еще инопланетян не хватало. А почему? Ну, а Обама там чего-то болтнул не то, потом говорит, ой, я не то имел в виду, а Трамп вышел, он не должен был, он сделал ошибку. И сейчас говорит, Петька, Хексет, давай, министр войны, опубликуй все про инопланетян. Я примерно так и, понимаете, ну, такая дурость эта война, вот с самого начала до самого вот ее, будем надеяться, в ближайшее время завершения, что вот именно вот инопланетяне, это вот прям вот вишенка на торте была бы, понимаете? И такой вообще ужас происходит в мире, что вот это вот прям очень важно. Ну вот пишут в чате, я вот смотрю, почему Кость Бондаренко не бьет в набат, почему так тихо, завуалированно говорит об огромной катастрофе. Надо кричать, надо стучать, надо греметь. Извините, пожалуйста, я, кажется, каждый раз во всех своих эфирах постоянно говорю об этой катастрофе. Я постоянно говорю о том, что у нас, мы не просто перед катастрофой, мы стоим перед трагедией. Вот. Я об этом говорю постоянно. А как я могу еще вот достучаться? Вот в силу своих возможностей. Значит, подведем итоги опроса. Если бы вы выбирали между Зеленским и Залужным, кого бы выбрали? По 3% Зеленского, Залужного, 14% против Залужного, но за любого, кроме Зеленского, и 80% никого из этих двоих, причем принципиально, вообще не пойду никуда голосовать. Спасибо большое, что проголосовали. В принципе, совпало с вашей позицией, Константин Петрович. Ну, то есть, как бы... Да, я рад, что так много единомышленников. Да, 80% совпало. Перейдем к вопросам. Режим Блиц. Вопросов, как обычно, много. Спасибо большое, друзья, что оставляете эти вопросы, что интересуетесь. И, в общем, неравнодушны. Подписывайтесь на Бондаренко на YouTube. У него есть рубрика «Ответы на вопросы». И тоже там можно подписаться, найти ближайший эфир, получить уведомления. Каналы у нас подсанкционные, но... Ничего страшного. VPN всем в помощь. Так, Константин Петрович, недавний эфир с Мосейчуком вызвал бурную дискуссию о личности Мазепы в истории Украины. Скажите, каково ваше личное отношение к этой исторической личности? Неоднозначное. Я старался для себя как бы сложить определенное мнение относительно Мазепы. Это была выдающаяся личность. Несомненно, неординарная личность. 18 век и начало 19 века в истории там, Европы, европейской культуры вот, дали даже целое направление, так называемое Мазепа. Байрон, Проспер Мериме и прочее писали про Мазепу, но, правда, их интересовала больше романтическая сторона его жизни. Юноша, которого там привязывают к коню, там обнаженного юношу пускают в степь, там, значит, он приходит к казакам, возглавляет их, там, мстит там, и прочее. Но это вот линия романтическая, она была очень характерна для конца 18-го, начала 19 века. Мазепа был одним из соратников Петра I. Одним из первых кавалеров ордена Андрея Первозванного, был обласкан. А потом он вдруг решил, что надо сделать определенные там ставки. Вот. И сделал неправильную геополитическую ставку. Перехитрил сам себя. Угу. Вот, перехитрил сам себя и, соответственно, что называется, плохо кончил. Вот. Сказать, что Мазепа был таким ярым там, и изначально был таким борцом за независимость Украины и так далее, ну, извините, пожалуйста. Вот. Он был таким себе
если можно для конца 17-го, начала 18 века применить термин олигарх, вот это был Мгм. таким себе. Евгений задает вопрос. Константин Петрович, как вы оцениваете исторический вклад гласности в путь Украины к антироссии? Александр Яковлев в своей борьбе с коммунизмом разжег много местных национализмов по всему СССР. Что-то из этих закладок разгорелось еще в СССР, что-то взорвалось уже после. Многие очаги тлеют до сих пор. На самом деле, я думаю, что мы преувеличиваем значение Александра Яковлева для развития украинского национализма как такового. Я очень хорошо помню, как формировалось мировоззрение, мировоззренческая основа. Я бы сказал, что украинский еще наивный такой национализм, националистические эти нотки, он формировался скорее под влиянием Леонида Макаровича Кравчука покойного. Который попросту воспользовался тем, что там в Москве объявили гласность, а почему бы мне не побороться за лидерство в Украине. Леонид Макарович, у которого были очень высокие амбиции, он знал, что при той раскладке, которая существовала тогда в украинском политбюро, ему не светит пост первого секретаря ЦК Компартии, потому что было требование тогда обязательное, что человек, который возглавляет Компартию Украины, и не только любую республиканскую компартию, должен был пройти через производство. Он должен был возглавлять какой-то многотысячный коллектив. И Кравчук был идеологом фактически. И Щербицкий на него смотрел именно как на такого себе болтуна, идеолога и прочее. Но Кравчук и Марчук, Евгений Кириллович, у которого тоже были проблемы как раз с тем, чтобы достичь первого поста, первого кресла в КГБ СССР, у них образовался определенный альянс, они создали фактически Народный рух Украины, они создали некоторое количество структур, которые были им подконтрольны, они начали раскачивать ситуацию, и это совпало как раз с той тенденцией, которая была тогда в Советском Союзе. Многие местные представители номенклатуры начали задаваться вопросом, а зачем нам Москва? Если мы можем быть первыми у себя здесь в Киеве и иметь дело с Бушем, перед этим с Рейганом, или же с Маргарет Тэтчер встречаться, а не быть на посылках у Горбачева. Они почувствовали слабину в Москве и начали фактически свои ирредентистские настроения воплощать. Что в результате привело к 1991 году. Угу. Вопрос от Анны, тоже из клуба зрителей. Константин Петрович, недавно подумала, что действия и поведение нынешней Украины – это вовсе не Третий рейх, с которым принято сравнивать украинский режим, а поведение и методы Ирландской республиканской армии. Выбран, как и в ИРА, путь терроризма, вечной борьбы, о чем открыто говорит Зеленский. Идею вечной войны на днях озвучил Гордон. Но ирландским сумасшедшим борцам с метрополией не помогал весь мир оружием, ракетами, деньгами. Получается, прогрессивный мир снабжает всем необходимым террористическую организацию. Что вы думаете по этому поводу? И возможен ли сценарий Усамы бен Ладена, которого создали, вскормили, а потом сами от него и пострадали? Уже сейчас украинский аналог ИРА запугивает отдельных депутатов Европарламента, угрожает неугодным главам государств типа Орбана и Фица, и совершают такие вещи. Когда действовала ирландская революционная армия, тогда особенно события, которые происходили в Ольстере, события, которые происходили в Северной Ирландии, в 70-е особенно годы, тогда Северная Ирландия не имела определенного представительства ООН, не имела статуса суверенного государства и прочее. Что касается поддержки со стороны всего мира, да, поддержка официально ее не было, но реально туда шли в Северную Ирландию, шла помощь от очень разных и очень, скажем так, неоднозначных государств, которые были заинтересованы в дестабилизации ситуации в Великобритании. Что касается Украины, методы,
которые применяются сегодня, они характерны для очень многих государств, которые считают, что, скажем так, террористические акты, они абсолютно допустимы в условиях вражды, в условиях противостояния. Но, еще раз повторюсь, у Северной Ирландии не было международного признания, не было постоянной поддержки извне, не было там определенной конституционно закрепленной территории, которая бы считалась независимым государством. Они были частью фактически государства Великобритании. Угу. Так, поехали дальше вопросы из сообщества вот такого толка. Хочу спросить вас о секторе Газа. Последнее время как-то затихли разговоры о ней. Выходит, Трамп таки посодействовал этому затишью? Спасибо. Но, скажем так, это не только Трамп посодействовал, потому что и внутренняя ситуация в Израиле, и шаткость позиций Нетаньяху, и усиление его оппонентов, скажем так, они тоже этому содействовали. Но роль Трампа и его семьи в том, что Нетаньяху все-таки заставили прекратить определенные действия в секторе Газа, тоже достаточно велика. Константин Петрович, Ольга пишет, из Европы вывозят мощное предприятие. Это признак большой войны? Нет, это признак экономических проблем, которые сейчас наступают. Но экономические проблемы, экономический кризис иногда является предвозвестником большой войны. Вопрос. Есть ли шансы, что стороны смогут пойти на совместное управление территорией Донбасса, которое не контролируют российские войска? Исторических примеров много. Даже в Судане есть такой кусок. Или обе стороны посчитают это своим поражением? Но, опять же, Украина, как мне говорят, я не знаю, я не видел официальных этих сообщений, Зеленский якобы во время встречи с Трампом в Давосе предлагал, что мы готовы передать эту территорию под мандат Совета мира. Вы же инициировали Совет. Мы даем вам определенную эту территорию, вы ею управляете, а уже как вы будете ею распоряжаться? Вы можете ее передать русским, можете еще что-то, но мы передаем формально вам. Трамп поблагодарил за такое предложение, обещал подумать, и вот ныне там. Угу. Это якобы. Я не утверждаю, что это так было. Я говорю о том, что ходят такие, около дипломатических кругах ходит такая байка. Константин, остался еще обелиск русским воинам, освободившим Вену в Штутгарт-плац. И вопрос. Несмотря на всю угасающую поддержку партнеров, Украина угасает. Власти уж как 10 лет не способны остановить бойню. Россия захватит все до линии Керзона, Вильна Украина будет во Львове, как и все солдаты, ТЦК, коррупционеры среднего звена. Вы такой исход предполагаете, допускаете? Спасибо, всем добра. Вы знаете, предполагать можно любые исходы, потому что на самом деле самые фантастические исходы можно. Вопрос только, сколько процентов вероятности такого исхода. Я сейчас не отрицаю ни одного исхода, каким бы пессимистическим он ни был. Могут быть абсолютно разные варианты. Что касается... варианты, которые мы рассматриваем, это те варианты, которые лежат сейчас на поверхности тех договоренностей, которые непосредственно обсуждаются сегодня. Если эти договоренности не состоятся, если переговоры зайдут в тупик или будут сорваны, можно ожидать чего угодно. Вплоть до того, что на месте Украины появится несколько государств. Даже такое можно предполагать. Что касается памятника, вы знаете, в Австрии очень бережно относятся к наследию Второй мировой войны, к памятникам и к могилам погибших, в том числе бойцов Красной армии. На Шварценберг-плац стоит памятник, на постаменте которого приказ, подписанный Сталиным. Никто не закрашивает, не сбивает слова генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. Никто этого не сбивает. Несколько памятников в самой Вене, под Веной. Я, например, буквально в нескольких километрах от Вены стоит
памятник именно погибшим бойцам Красной Армии и так далее. То есть там с исторической памятью все нормально. Так, Константин Петрович, так, много вопросов таких, орг-моментов. Значит, во-первых, Алекс пишет, выложите Джокера на iTunes, там тоже есть раздел аудиокниги, было бы туда удобнее для покупателей, или боитесь, что украдут? Это, кстати, не ко мне вопрос, потому что, на самом деле, я предложу это людям, которые занимаются как раз Джокером. Вот. Потом как-то предполагается пересмотр стоимости курса лекций по истории Украины в записи. Тоже это тем, кто организовывали, я это тоже передам. Потому что в курсе онлайн не смогли принять участие, а запись. В общем, орг-моменты по... Смотрите, друзья, телеграм-канал Костя Бондаренко. Милости просим. По поводу Джокера, аудио Джокера, нового Джокера, дополненного имеется в виду, курсов не только по истории, а еще и там по... замечательный был курс разведки, да, то есть очень интересно. Смотрите, я скажу просто несколько слов. Вот, я выступаю только как лектор. Вот, вся организаторская часть, финансовая часть и так далее – это абсолютно другие люди, которые не находятся под санкциями, как я. Я не могу, например, вступать в какие-то коммерческие отношения с людьми, которые непосредственно находятся в Украине, потому что любая там сумма, которую они мне там пересылают, она либо блокируется, либо там попадает под фидмониторинг и так далее. И я нахожусь в определенных договорных отношениях с людьми, которые организовывают мои курсы, которые продают мою литературу и так далее. То есть все это так, понятное дело, что я получаю там определенный процент от этого. Вот. Но реально я только могу передать сейчас. То есть это очень важное дополнение, да, потому что, это не Костя Бондаренко выставил такую цену на Джокера, конечно, или там еще куда-то. И как это? Не только он, потому что действительно... Меня ставят, мне в принципе сообщают, конечно же, но реально это абсолютно другое юридическое лицо, хозяйствующая структура, можно так сказать, и так далее. Я в данной ситуации у них выступаю как раз как... Работаете писателем. Скажу честно, я настолько непрактичный человек, что мне проще написать книгу, чем действительно потом заставить себя ее издать или продать. Так бывает, но извините, бизнесмен из меня никудышний. Так, Константин Петрович, как не поддать своего ребенка влиянию тотальной пропаганды? Ведь сейчас в школах такое преподают, что на голову не налазит, детские умы не окрепшие, и одному против госмашины в плане промывания мозгов трудно быть. Это вопрос, который стоит перед многими, в частности, передо мной стоит. Моя 10-летняя дочь, я с ней постоянно веду свои беседы, свои разговоры относительно того, как... что такое хорошо, что такое плохо. Мои внуки точно так же там подвергаются там определенной промывке мозгов, подвергались, слава богу. И я встречаюсь с тем, что мой очень близкий приятель, у него сын, он с ним отдельно занимается историей. Меня подключает иногда, мы по телефону там с ним говорим про историю, потому что то, как промывают мозги сейчас детям, как то, что им пытаются внушить в голову, это, извините, пожалуйста, это дикость, абсолютная дикость, под патриотическим соусом. Так, значит... Константин Петрович. Поэтому я просто хотел бы сказать, что да, я соглашаюсь с тем, что есть такая проблема, но здесь как раз основная роль как раз именно отводится не школе, а именно родителям. Родителям необходимо более тщательно, более активно заниматься образованием детей, особенно в гуманитарной сфере. Значит, похожие вопросы от двух пользователей. Во-первых, Александр пишет, что
Как, по вашему мнению, в связи с массовыми столкновениями с полицией и ТЦК последние дни лавина уже начала сходить с гор или нет? Закончится ли эта лавина массовыми бунтами и анархией? И вообще, вам всем понятно, что Украина минимум 5 лет будет в анархии, криминале, злыднях? Что бы вы посоветовали менее удачливым людям, которым не удалось выехать со страны, какова была бы стратегия выживания? То, что действительно Украину ожидает криминальная волна криминалитета, то, что Украину ожидает турбулентность и, возможно, даже определенные элементы гражданской войны, это было понятно уже давно. Мы, кстати, в наших эфирах неоднократно об этом говорили и неоднократно предупреждали. Я раз в 5, не меньше, об этом говорил. Что посоветовать? Ну, в данной ситуации, понятное дело, что на государство надеяться здесь достаточно сложно. Необходимо уже сейчас думать об элементах самообороны. Угу. Коллективной, индивидуальной самообороны. Так, смотрите, вот такие вопросы еще. Давайте в чат заглянем. Так, Куба обречена, Константин Петрович? Ведь с ней проще всего справиться, пишет Андрей. Ну, вы понимаете, в ситуации, которая сейчас сложилась, Куба как-то оказалась без союзников, к сожалению. Такое впечатление, что и Россия, и Китай как-то умыли руки во всех вопросах, которые касаются западного полушария. Так, значит, лично для Константина Петровича 23 февраля обычный день или нет? Я же служил в советской армии. Вопрос. Константин Петрович, в случае появления в колоде Залужного вы напишите про него книгу, и какой картой вы его видите? Нет, разве что с Залужным будут сопряжены какие-то экстра интересные события в Украине. Но пока что я не вижу в нем задатков человека, который бы мог бы стать именно определенным то ли лидером, то ли катализатором тех процессов, которые могли бы изменить Украину. Возможно, пока что я не готов говорить про Залужного как про определенное явление. Вот. Вполне возможно, я ошибаюсь, вполне возможно, что по ходу, в меру того, как будут развиваться события в Украине, я, возможно, и напишу об этом, потому что меня интересует не столько сама личность, сколько события, в которых эта личность принимала участие или благодаря которым эти события развивались. Константин Петрович, здравствуйте. Как вы считаете, почему как Украина стала независимой и пошел уклон в сторону увеличения концентрации внимания на идеях национализма, мы все больше и больше теряем экономику? Потому что у нас вместо того, чтобы рассматривать национализм как некое современное явление, характерное для многих государств. Например, национализм был одним из тех принципов, на которых базировалась независимость Индии. Вот. Они откровенно говорили про национализм индийский. Индонезия. Панчасила индонезийская, это 5 принципов, там в частности включала и национализм как таковой. Но национализм в современном понимании. Национализм, который базируется в том числе на экономических расчетах, на экономической стратегии. Вот. А у нас взяли пещерный этнический национализм 30-х годов а-ля там, Донцов или там, даже Михновский. Вот, и абсолютно не критично, с апелляцией не к прагматическим моментам, а именно к эмоциональным, этническим моментам, к эмоциональной составляющей, вот, начали его внедрять в головы. Вот. В результате у нас появился не национализм как определенное современное течение, вот, а появился вот именно тот пещерный национализм, который мы и наблюдаем сегодня. Это война за БРИКС или за юань? Нет, это не война ни за БРИКС, ни за юань. Это параллельный процесс, вот, потому что не все в мире все-таки взаимосвязано. Да,
как известно, взмах крыльев бабочки на одном конце мира так приводит к цунами на противоположном, да, как говорится. Но что касается данной ситуации, это два процесса, которые характеризуют процессы, которые происходят в современном мире. Они идут параллельно. А почему украинцы сочиняют, что Екатерина II переписала древнерусские летописи? Это позволяет что-то объяснить в истории Украины? Но на самом деле это не украинцы придумали. В России полно публикаций о том, что Екатерина II переписала летописи, и, соответственно, что реальная история Древней Руси, вот, она скрыта. Вот, я именно у российских авторов читал о том, что вот в Кёнигсберге была целая индустрия по фальсификации прошлого, вот, и что реальная история от нас скрыта благодаря вот немцам, которые пришли в Россию в XVIII веке, и что вот эти немцы, Екатерина II как одна из представителей этой немецкой элиты, вот они нам исковеркали всю историю. Украинцы только поддержали эту версию. Есть проблема в неонацизме в Украине? Как на это смотрит гость? Проблема неонацизма есть во всем мире. В Украине на сегодняшний день есть потакание, скажем так, неонацистским ноткам. Вот, по принципу, что все, что не нравится России, все, что в России запретно, у нас пойдет во благо общему делу. Поэтому, скажем так, люди, которые исповедуют неонацистскую идеологию, практически открыто, демонстративно, не преследуются. Хотя закон в Украине действует против нацизма, против пропаганды нацизма, но он не применяется. Константин Петрович, вы знаете, что в житнице Европы в больницах в стационарных норма хлеба суточной столовой меньше, чем в блокадном Ленинграде? Я имею в виду вес, и это больше 3 лет назад как? Я не знаю, но спасибо за информацию, и если это так, это только еще один штрих к портрету современной Украины. Это точно. Значит, вот такой еще вопрос. Ну, это я понял, это шутят люди. День китайской армии праздновать в Одессе будем или нет? Ну, вроде ж помирились с китайцами. Значит, Максим, ну, как Сибига помирился в Мюнхене с китайцами, с Ваной. Максим Федорченко. Александр, прошу, задайте вопрос. Залужный предал или Жуков просил направить себя командовать, даже полком? Я не совсем понял. Залужный предал? Ну, в общем, ну, как бы предал Залужный, что ушел. Ну, то есть он же даже в армии не остался. Я думаю, что вот... Нет, ну на самом деле в данной ситуации, я думаю, что это было одно из условий. Он ясно понимал, что другая альтернатива, которая у него есть, это его попросту спишут в запас. Как многих генералов. Вот, например, генерал Наев. Вот. Кто сейчас вспоминает о нем, хотя в начале войны был один из самых прославленных генералов. Еще можно назвать десяток генералов, которых попросту тихонько отправили в запас. Вот приблизительно тоже было бы у Залужного. А так ему предложили еще, что вот давай, ты все равно в армии тебе не быть. Вот. Так что по добру, по здорову, вот ты уходишь там на дипломатическую службу. Вот. Либо же почувствуешь на себе все тяжести репрессивной системы. Константин Петрович, может ли Америка поступить с Зеленским как с Нгодинзьемом или вовремя отвернуться? Да, нет, но дело в том, что на самом деле Америка может все. Тем более, что, что если мы говорим про Нгодинзьема, то в данной ситуации у Соединенных Штатов в Украине значительно меньше интересов. Есть ли шанс, Всеволод спрашивает, украинцам, находящимся в Европе и России, объединиться в борьбе за лучшую Украину? Или менталитет такой, что хата с краю? Вы знаете, украинцы, которые находятся в Европе, это миллионы людей.
миллионы людей, на самом деле не объединены между собой. Вот. Это только в сознании доблестных генералов из службы безопасности Украины, а также офицеров, там существует какая-то венская оппозиция, которая якобы только спит и видит, чтобы там какую-то пакость Зеленскому сделать, что существуют какие-то там центры, которые там готовы дестабилизировать ситуацию в Украине, что там кто-то финансирует что-то против Украины. Только в их сознании существует там, например, какая-то эффективная оппозиция, которая сидит в России. Вот, что там есть какой-то злой Медведчук, который вот там готов завтра возглавить Украину, и его привезут в обозе и посадят. А если не Медведчук, то Мураев или там еще кто-то, значит, или Азаров. Там, то есть постоянно этим пугают. Вот. Я понимаю, зачем это им, потому что они на этом делают там себе звания, получают награды, показывают, как они борются с этой угрозой. Извините, пожалуйста, но ситуация намного хуже. Ситуация намного хуже, потому что нет таких центров. Нет таких, скажем так, сил, которые бы могли бы объединить украинцев, к сожалению. Да и украинцы сами живут по принципу, вот, каждый сам за себя. Вот. К сожалению, вот этого объединения нет. Я постоянно об этом говорю, что украинцам необходимо определенное объединение. Пусть возникнет 2-3 центра, 4 центра. Пусть они между собой там даже каким-то образом конкурируют. Но дело в том, что пусть они делают дело. Пусть они делают работу. Нету этой работы. Да, И Зеленский этим пользуется. к большому сожалению, нет этой работы, действительно. Значит, вопросов очень много, друзья. Всем большое спасибо, что вы их оставляете. Спасибо за то, что пишете, да, и, в общем-то, там рассуждаете, думаете. Это сейчас очень важно. Это, я так понимаю, самая большая роскошь в наши такие дурные годы, дурной войны. Друзья, значит, мы переезжаем, это вот такой, ну, скажем так, форс-мажорный, экстренный выпуск, так как обычно, среда, вечер, Кость Бондаренко в прямом эфире с вашими вопросами, конечно же, да, с свежими темами, с аналитикой. Я вот, чтобы точку поставить в сегодняшнем эфире, все-таки спрошу, есть шансы у Женевы на следующей неделе? Нет. Женева, скорее всего, на 90% состоится на следующей неделе. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что, скорее всего, она будет абсолютно бесплодной, как и предыдущая. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли, Константин Петрович. Спасибо и вам, и до новых встреч. Уже скоро, в среду. Да, друзья, до встречи.